Ад существует так же долго, как и само человечество. И независимо от верований, это по-настоящему ужасное место, где находятся души проклятых и неискупленных мертвых. Грешники. Там они будут вечно платить за свои проступки, совершенные в течение земной жизни. И это не просто мрачное пространство, как тюрьма, где можно забиться в дальний уголок, в котором тебя никто не заметит, и тихо отсидеться. Это место наказания, место справедливого возмездия, словно сам Господь говорит, что за каждое преступление должен заплатить высокую цену. Чаще всего ад относится к подземному миру. Именно из-под земли приходят ночные кошмары, призраки и демоны. В широком смысле ад фигурирует как противоположность раю, как место, где нет Бога. В мировой литературе путешествие в ад – это вечный мотив героических легенд и историй о поисках истины, справедливости, вечной жизни, а сам ад – выдающийся символ зла, отчуждения и отчаяния. И казалось бы, мы с вами живем в век научно-технического прогресса, в эпоху технологий, доступности знаний и просвещения, но мрачное наследие веры в ад никуда не делось. Я даже больше скажу, те, кто регулярно ходят на службы в церковь и смотрят соответствующие передачи, только укрепляются в уверенности в существовании ада. Я подготовил для вас погружение в этот вопрос, потому что считаю, что эта тема актуальности своей не утратила. Понятие ада может отражать наши внутренние страхи, тревоги, чувство вины. И даже если вы мне в лицо скажете «я не верю в ад», то я вам напомню, что мы – дети тех, кто еще 2-3 поколения назад готов был наступить на горло собственной песни из-за страха перед мучениями в аду. А на протяжении 1000 лет власть имущие использовали этот страх для манипуляции и управления людьми. Легко держать под контролем того, от которого ты знаешь, чего ожидать. Я почти на 100% уверен, что мы связываем ад исключительно с христианской религией. Что ад – это именно то место, куда падший ангел Сатана вместе с остальными предателями был сброшен с небес. Это то место, которое ему Бог отдал во владение, и где он со своими чертями мучит людей. И если вы хотите, чтобы вера в адские муки до сих пор оставалась мощным инструментом в руках тех, кто стремится управлять поведением людей, поддерживать социальный порядок и добиваться подчинения общественным или религиозным нормам, ну что ж, тогда я не смею вас более задерживать. Для тех, кто остался и хочет расширить свой кругозор, давайте посмотрим, что про ад думали люди, жившие до нашей эры, а также в какой ад верят сегодня те, кто не является христианином. И самое главное, разберемся, как так получилось, что Иисус, который пришел победить смерть и грех, постепенно превратился в того, кто спускается в ад к чертям, чтобы вывести грешников оттуда. Но не всех. Всем знакомое слово «ад» происходит от греческого сочетания двух слов, которые переводятся буквально как «не вижу». Затем это слово от византийской церкви перешло к славянским народам в эпоху распространения христианства. Также слово «ад» можно отнести к жестокому богу подземного царства по имени Аид. В українському язике слово «пекло», так само як і польське «пекво», сербське «пекель», походить від прослов'янського «пкло», тобто «смола». Воно близьке до грецького «піса» – смола та латинського «пісіс» – смола або дьоготь. І не важко зрозуміти, що цим порівнянням наші пращури хотіли передати атмосферу цього жахливого місця. В английском языке слово «hell», которое пишется с двумя буквами «l», вероятно, происходит от древнегерманского «hell», означающего «покрывать» или «скрывать». «Hell» также является именем на древнескандинавском языке, но это не имя собственное, но скорее как титул. Титул скандинавской богини подземного мира – Хель. Вот так ее изобразил художник. Так, пацаны, руки на стол, руки на стол. Как видите, кликбейтом страдали во все времена, потому обнаженная грудь на картинке вызывала куда больше просмотров и внимания к персоне художника. Но вы не ведитесь на ее соблазнительные формы. Она обладает железным характером, и неуклонность ее решений не мог изменить даже верховный бог Один. И хотя, сейчас обсуждая
ад и терминологию мы лишь вскользь коснулись этимологии этих древних слов, но уже стало понятно, что по сути они описывали одно и то же место. Место забвения, место мрака, там липкая и горячая смола, и выбраться оттуда, вероятно, не так-то уж и просто. Место, противоположное небесному раю, как черное против белого, как ночь против дня. С 3 по 1 тысячелетие до нашей эры цивилизации Месопотамии, это вот здесь, на карте мира, создали богатую литературу, посвященную смерти и аду, большая часть которой была предназначена для того, чтобы показать слушателю огромную пропасть, разделяющую живых и мертвых. В месопотамских традициях ад описывается как далекая земля, откуда нет возврата, дом праха. Там среди мертвых нет ни ранга, ни заслуг. Это место было запечатанное за 7 воротами крепость. Зачем так много, спросите вы? Разве одних надежных ворот было бы недостаточно? Ну, во-первых, тогда еще никто не слышал про охранную систему Аякс-2000. А во-вторых, а как еще надо было дать понять живым людям, что убежать оттуда невозможно? Ведь эта история была написана для живых, а не мертвых. А то, что скрыто за 7 воротами, заперто за 7 замками, запечатано за 7 печатями, сломать, как известно, невозможно. В цикле шумерских и аккадских поэм ад – это обитатель тьмы, где мертвые пьют грязь и едят камни. Более подробное сведения об этом мрачном царстве появляется в поэмах о шумерском пастухе и боге плодородия Тамузе и его супруге Инанне, которая в своих различных аспектах была богиней красоты, плодородия, сексуальной любви и войны. У Инанны есть также сестра Эрешкигаль, царица мертвых. Богиня Инанна, согласно некоторым версиям, в порыве злобы пригрозила сокрушить врата ада и позволить мертвым заполонить землю. Запомните про врата ада и их сокрушение. Ваша память позволит вам в будущем сложить пазлы вместе. В поэме про нисхождение Инанны она отправляется посетить царство Эрешкигаль в великолепном платье. Ее спуск под землю предполагает прохождение 7 ворот, перед каждым из которых она должна была оставить одну из своих 7 одежд. Наконец Инанна падает обнаженной и бессильной перед своей сестрой Эрешкигаль, которая подвешивает ее как кусок мяса на крюк для сушки. В результате на землю обрушивается засуха. Но боги помогают возродить Инанну, которая спасается, предлагая своего мужа в качестве замены. Этот выкуп божественной личностью, если у вас появляются флешбеки, то ничего страшного таки должно быть. Так вот, этот выкуп обеспечивает плодородие земли и целостность запасов, укрепляя границу между адом и землей. Вы поняли, что произошло? Нет? Сейчас перескажу еще раз. Значит, смотрите. Богиня плодородия спускается под землю, по сути в ад, где ее сначала раздевают, то есть лишают всего, а затем обездвиживают на крюке для мяса. Короче, не правда ли это очень похоже на смену времен года? Этот ад как зима, когда все живое словно умирает, уходя под землю в царство Эрешкигаль. Природа засыпает, чтобы весной возродиться снова. Это повторение цикличности нашего мира. Боже мой, я готов расплакаться прямо сейчас перед простотой и чистотой этой идеи. И если бы это было не начало видео, я бы, наверное, так и сделал. Это был бы эпичный конец. И вы спросите, и это все? А где черти? А где языки пламени? А где раскаленное олово, вливающееся в глотки блудниц и воров? Увы, но темные народы Месопотамии не были еще столь просвещенными тогда. Египет. Еще одна ушедшая эпоха развитой цивилизации. Гробницы, пирамиды, некрополи Древнего Египта говорят о том, что мертвым уделялось важное значение, которое, в отличие от Месопотамии, уже имели различные ранги и положения. И сами захоронения и погребальные ритуалы соответствовали уровню жизни человека, пока он был живой. Теперь никакого коммунизма, никакой уравняловки. Погребальные культы развивались, и важность выживания после смерти распространялась сначала с королевской семьи и далее к простым людям.
Такие тексты, как «Книга мертвых», «Книга Амдуат» и «Книга Врат» исчерпывающе описывают опасное путешествие через 12 зон подземного мира, которое соответствует 12 часам ночи, и мучительный суд, которым руководит Осирис. Умершему требовалась как магическая, так и моральная сила, чтобы оправдаться от преступлений. Когда он представал перед Осирисом, его душа должна была быть легка и ничем не озабочена. Почему? Потому что ее помещали на одну чашу весов, а на другую клали перышко. Если душа оказывалась тяжелее перышка, то, увы. Поэтому были разработаны сложные ритуальные положения, чтобы перевести усопшего из смертного в бессмертное состояние. Они включали мумифицирование тела, украшение гробницы молитвами, подношения различные, оснащение умершего заклинаниями, амулетами и шаблонными заверениями о его невиновности, чтобы получить безопасный проход и обеспечить успех на божественном трибунале. Те, кто преуспел и получили бессмертие, отождествлялись Осирисом или Солнцем. Те, кто потерпел неудачу, были пожраны чудовищем с головой крокодила, подвергнуты мучениям демонов и прочим мерзостям. Насчет головы чудовища я снова вас попрошу ее запомнить, она нам также понадобится в христианском мире. Однако почти не встречаются даже намеки на вечное осуждение. Кстати, обратите внимание, как много теперь стало зависеть от мира живых. Всевозможные ритуалы, приготовления, специальные обряды – все это делалось живыми для помощи уже умершему. И может даже сложиться мнение, что благодаря умелым и выверенным действиям можно было буквально вырвать из пасти того самого чудовища умершего родственника и увековечить его рядом с Солнцем. Я думаю, вы со мной согласитесь, что и сегодня в христианском мире мы очень много внимания уделяем переходу наших близких из мира живых в мир мертвых. Любая бабушка вам скажет, как важно, чтобы все было правильно. Чтобы все процедуры были соблюдены, руки развязаны, ноги обуты, и чтобы батюшка обязательно отпел. Но о христианстве мы поговорим подробно и отдельно. А теперь Греция и Рим. В Древней Греции Аид – бог подземного мира, чье царство, отделенное от мира живых, страшной рекой. Дом Аида – это лабиринт темных, холодных и безрадостных залов, окруженный запертыми воротами и охраняемый адским псом Цербером. Королева Аида по имени Персифона находится там в плену. Привет Месопотамии, ее Инанне. Эта мрачная картина подтверждается в Одиссее Гомера. Когда Одиссей посещает Аид, он находит его обитателей погруженными в бездумное забытие, неспособными общаться с ним, пока они не выпьют бараньей крови. Флэшбэк словили? Отлично. Несвоевременно умершие и неправильно похороненные страдают больше, чем обычные тени. В более поздний период греческой эпохи появилось больше расхождений путей в этой загробной жизни. Так, например, поклонники Диметры, это еще одна богиня, утверждали, что приверженцы будут наслаждаться небесным бессмертием, в то время как те, кто не принадлежит культу, будут погружаться во мрак Аида. С другой стороны, культ Диониса, тоже бога, представлял Аид как место мучений, с которого могли сбежать только посвященные. А вот, например, поклонники бога Орфея создавали яркие рассказы о суде и возмездии. Приверженцев учили, что жизнь на скорбном и утомительном колесе повторяющихся перерождений является по сути своего рода адом, то есть рождение и смерть человека на земле. Золотые таблички, найденные на могилах по всей Греции и Южной Италии, датируемые IV веком до нашей эры, предлагают орфический рассказ о географии потустороннего мира. В этих табличках умерших предупреждает о том, что нужно избегать реку забвения и не забывать произносить пароли, которые допускают человека в общество благословенных. На протяжении развития Греции, а затем и Римской империи, средиземноморские общества были местом обитания множества эсхатологических учений, в которых подземный мир становился все более и более адским. В то время как Одиссей всего лишь не путешествует дальше входа в подземный мир,
то Вергилий, это римский автор Энеиды, уже отправляет Энея через пещеру Сивиллы на берегах зловонного озера Аверна, через реку Стикс на пароме Харона, мимо трехглавого пса Цербера, а оттуда вниз по лабиринтному пути, который разветвляется направо к полям пыток Тартара и налево к Елисейским полям блаженных. Ад Вергилия включает в себя специальное отделение для младенцев и самоубийц, а также особые наказания за определенные преступления. Обычно мертвецы, правда, до сих пор остаются неучтенными, которые не заслуживают ни награды героя, ни наказания негодяя. Когда мы будем говорить с вами о христианском мире, то свяжем Вергилия и Данте Алигьери, автора, который так красочно изобразил ад, во многом опираясь на труды дохристианского писателя Вергилия. Это были Греция и Рим. А насчет следующей эпохи я бы хотел сохранить легкую интригу. Сперва давайте я вам расскажу о ней, а вы сами попытаетесь угадать, о каком периоде нашей истории идет речь. Эта религия считала, что мир является полем непрекращающейся борьбы между богами света и демонами тьмы. При этом она провозглашала, что мудрый Господь и его ангельская свита одержат победу над разрушительным духом, князем сил зла. Рассказы этой религии о конце света описывают пришествие одного или нескольких спасителей, воскрешение мертвых, последний проход через чистилищные реки расплавленного металла и сокрушительное поражение всех демонических сил. В этой религии также присутствует ад, который возглавляет первая жертва смерти и является домом для всего злого, темного и испорченного. Демоны, обитающие там, наслаждаются пытками грешников. Но поскольку зло должно быть полностью побеждено, то в конце концов сам ад будет разрушен и будет восстановлено первоначальное доброе творение мудрого Господа. В промежутке между смертью и воскресением есть предварительный суд, на котором деяния мертвых взвешиваются на весах. Во время суда мертвые сталкиваются со своей совестью на символическом мосту, с которого у них 3 пути. Попасть в ад, чтобы подвергнуться пыткам, попасть на небеса за блаженной наградой или попасть в царство смешанных, если твои дела носили нейтральный характер. Также в писаниях этой веры говорится о неком священнике, который совершает визионерское путешествие по вот этим 3 потусторонним мирам и возвращается с печальным отчетом. Муки ада, даже если они и не вечные, достаточно ужасны, чтобы иметь мощный сдерживающий эффект для всех живущих на земле. Ну что, догадались, какая это религия? Давайте хором. 3, 4. Зороастризм. Да, понимаю ваше замешательство. Сам повелся, но это не христианство. Это иранские и зороастрийские верования. Среди арийских народов, которые мигрировали на иранское плато в середине II века до нашей эры, возникла как раз такая религия, которая считала, что мир пребывает в противостоянии между силами света и силами тьмы. Так, например, боги света, ахуры, демоны тьмы, девы, мудрый Господь – это Ахур по имени Мазда, разрушительный дух – это князь тьмы по имени Ахриман. Как говорится, этой историей я никого не хотел обидеть, имена изменены, а все совпадения случайны. Иудаизм – это религия, из которой, по сути, выросло христианство, а потому довольно-таки любопытно взглянуть, во что же там верили наши с вами предки. Что? Не наши с вами? Только мои? В еврейской Библии Шеол – это место тьмы, тишины и праха, куда дух спускается после смерти. Шеол сравнивается с огромным домом, вход в который находится за вратами и железными засовами. Сравнивается с тюрьмой, в которой мертвые удерживаются в плену крепкими веревками. Сравнивается с ненасытным зверем с разинутой пастью, привет Египту, а также с водной бездной. Попав в Шеол, мертвые отрываются от своих живых родственников и от связи с Богом. Однако Бог сохраняет свою власть над этим адом. Там Он лично выискивает злодеев, которые скрываются в его глубинах, при этом по пути освобождая праведных от хватки Шеола и в конечном счете, как ясно показывают более поздние тексты раввинов, возвращая мертвых к жизни. По крайней мере, в тех частях еврейской Библии, которые были написаны после Вавилонского плена, смерть не уготовила всем одинаковую судьбу.
неправедные, неправильно похороненные и внезапно умершие терпят страдания Шеола. Но для тех, кто умирает в милости Бога, естественно, горечь смерти смягчается воссоединением с предками сразу. Поздние пророческие книги, посвященные оправданию Божьей справедливости, предупреждают о грядущем дне Господнем, в котором нечестивые будут сожжены, как солома. Трупы врагов Божьих будут подвергаться бесконечному тлению, а злодеи, которые умерли, воскреснут для вечного позора и посрамления, в то время как праведники насладятся исполнением Божьих обещаний. И потому на основании вот этих стихов мы с вами наблюдаем появление еще одного ада, уже не просто как место забвения, Шеол, но как нечто более страшное. Это гиенна. Она появляется в более поздних текстах. И хотя это символическое место, но оно имеет и реальный прообраз. Это место, куда за пределами города, даже может быть за стенами Иерусалима, выбрасывались нечистоты, в том числе и остатки трупов животных. Для того, чтобы как-то поддерживать гигиену, там периодически рассыпалась сера. Можете себе только представить эту картину. Зловонный запах серы, смешанный с вонью разлагающейся плоти. Вся эта масса периодически вспыхивала. Нетрудно догадаться, что попади туда живой человек, он бы умер мучительной смертью. Потому не зря это место называлось гиенна огненная, или озеро серы, или озеро огненное. Так что, если нас интересует ад, каким мы его представляем сегодня, то это про гиену. Именно в ней неправедные мертвецы будут страдать от огненных мучений, длительность и тяжесть которых будут пропорциональны их преступлениям. Еврейские, правда, философы и мистики подчеркивали духовный характер этого ада, интерпретируя гиенну как искупительный огонь, который сжигает нечистоты души, чтобы восстановить ее изначальное совершенство. То есть философами это место рассматривалось не как место наказания и билет в один конец, но как место очищения души по методике шоковой терапии и трепанации черепа. И стоит сказать, что в то время в иудаизме наравне существовала как концепция путешествия души после смерти, то есть загробная жизнь, так и доктрина воскресения и суда в конце времен, то есть воскресение во плоти, когда-то, потом. А бывало и так, что эти две модели объединялись и переплетались. Ислам – следующая религия. Во что же верят мусульмане по части ада? Согласно исламской мысли, существование ада свидетельствует о суверенитете Бога, справедливости и милосердии, а также является предупреждением для отдельных лиц и народов об окончательном выборе, который необходимо сделать между верностью и неверием. Основные исламские школы сходятся во мнении, что для идентичности мусульманина важно верить и с нетерпением ждать того дня, когда Бог положит конец своему творению, воскресит мертвых, воссоединит их с их душами, будет судить всех одного за другим и предаст каждого человека, как он того заслуживает, либо радостям сада, то есть рая, либо ужасам огня, то есть ада. В исламской традиции присутствуют символы, напоминающие египетские, зороастрийские, иудейские и христианские сцены страшного суда. Повторяется в частности взвешивание души и испытательный мост, который расширяется для праведников, но сужается до лезвия ножа для грешников, которые теряют равновесие и, падая, сгорают. Бог создал ад с его 7 вратами, но установил предел страданиям верующих, которые согрешили. Для неверующих, которые отказываются признать своего Создателя, нет надежды на окончательное искупление от огня. Душа благочестивого мусульманина, как утверждается, испытает легкую смерть и приятное пребывание в могиле. Душа неверного, насильно оторванная от тела и не выдержавшая допроса ангелов Мункара и Накира, будет страдать в могиле до того дня, когда она займет свое место в аду, чтобы там обедать горькими фруктами и гноем, и быть поджаренной и сваренной со всеми обычными адскими приспособлениями. Столько, сколько сочтет нужным Бог. Теперь давайте переместимся в Индию и посмотрим на индуизм. Согласно Ведам, великим текстам этой традиции, правильное выполнение жертвоприношений устанавливает правильное отношение с космосом, позволяет человеку процветать в жизни и присоединиться к своим предкам на небе после смерти.
Ритуально неподготовленные, а в более поздних писаниях морально недостойные, сталкиваются с мрачной перспективой почти полного вымирания или сошествия в темный, холодный подземный мир. Те, кто умирают неподготовленными, должны переродиться, то есть вернуться снова в колесо сансары, чтобы пережить последствия своих прошлых деяний, называемых кармой. Ты, конечно, посуду можешь и не помыть, и уйти на дискотеку, но мама за тебя этого не сделает, так что на следующее утро будешь ее все равно мыть. Правда, уже не сам, а на пару со своим бодуном. Карма. Более тяжкие грехи предполагали за собой перерождение в аду или промежуточный этап в аду на пути к перерождению на низком уровне существования. По сути, главная цель индуистской практики – освободиться от всех форм рождения и вернуться в состояние совершенного сознания и неприходящего блаженства в единении с Божественным. Расшифровываю. Надо сделать так, чтобы больше не рождаться в этом мире, а стать духовным существом, частью Бога. По мере развития индуистской мифологии понятие ад расширилось и появились различные подземные ады. Сборники индуистских мифов предоставили яркие подробности о расчленениях, пронзаниях, сжиганиях, гниениях, назначенных каждому аду свои и специфичных для каждого отдельного преступления. В религиозных формах индуизма, которые начали расцветать в XII и XIII веках и продолжают преобладать сегодня, желание избежать перерождения в аду является таким вот мощным стимулом для поклонения и совершения бескорыстных поступков. Страшно, одним словом. Идем по списку дальше. Буддизм. Еще одна мировая религия. В какой же ад верят буддисты? Буддизм подчеркивает непостоянство сансары и предлагает множество духовных практик для достижения освобождения. Пока человек все еще движим невежеством, потакает своим желанием и обременен остатком прошлых деяний, смерть не приносит прекращения повторяющихся перерождений. То есть, как говорится, и снова здрасте. Добро пожаловать на землю. Буддисты верят, что человек может переродиться, теперь загибаем пальцы, как бог, полубог, человек, животное, голодный дух или адское существо. Что касается ада, то ранние буддийские тексты говорят о множестве адов под землей, в которых страдают разумные существа, и куда спускаются и их поддерживают и учат сострадательные Будды. Страдания существ ада довольно мучительны, а их яркое изображение в буддийской литературе и искусстве только лишь усиливает чувство срочности совершать добрые дела. Буддизм также предполагает наличие проповедников, которые спускаются на различные уровни ада, чтобы проповедовать спасительную истину. Умерших поддерживают их живые родственники, которые поминают их с честью, совершают добрые дела, спонсируют ритуалы от их имени и сжигают или украшают могилу бумажными чучелами денег, еды, одежды, автомобилей. Короче, очень тесно поддерживают связь между миром живых и миром мертвых. Некоторые из адов, по сути, являются чистилищами, а потому среди буддистов общая обязанность помогать душам, которые там страдают, стала мощной силой социальной сплоченности. И вот теперь, получив мощный контекст и бэкграунд по различным религиям и верованиям, как современным, так и ушедшим, мы с вами переходим к христианству. Как-никак, а в 2033 году нашей религии исполнится полных 2000 лет. И, конечно, за это время она претерпела изменения. Те из вас, кто уже успел посмотреть видео о становлении христианства, знают, что ранние христиане довольно быстро разделились на иудействующих христиан и христиан-язычников. Поскольку сам Иисус и все апостолы были евреями, то несложно догадаться, а в какой ад первоначально верили тогда христиане. Конечно, в Шеол как место забвения и в гиену огненную как место вечного огня. А потому неудивительно, что в Новом Завете гиена появляется 12 раз, где она ужасает нечестивых как место, цитата, «где червь никогда не умирает и огонь их не угасает». Ранние христиане провозгласили, что Христос победил смерть, открыв дверь к воскресению и небесному бессмертию. Однако победа над смертью не обязательно означает немедленное упразднение ада.
В своем Евангелии Матфей пишет, что Сын Человеческий придет во славе, чтобы судить народы, отделить овец от козлов и предать грешников вечному огню. Должен сказать, что это довольно грубое заявление, которое не вносит никакой ясности. Можно сказать, что Иисус этим высказыванием лишь внес сумятицу и дал повод для различных толкований в будущем. Поскольку он никак не указал на такие тонкие градации между заслугой или виной. То есть, по какому принципу будут определять, кто овца, а кто козел. Адепты веры скажут: великий пастырь точно знает толк в животных, и уж он сумеет разобраться. Но ведь эти слова Иисус не под нос себе пробубнел, а нам с вами, козлам и овцам, сказал. Так что логично, чтобы мы знали, как нас различать будут и как не быть тем самым козлом. Да ладно. Все же Иисус внес некоторые поправки, чтобы было понятно, по какому принципу судить будет. Стандартом суда является правильное отношение к Христу, выраженное в делах милосердия. Сам Иисус установил это, когда заявил: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и вы не приняли меня, был наг, и вы не одели меня, был болен и в темнице, и вы не посетили меня». Поскольку, видать, в задачи Иисуса не входило растолковать все тонкости ада и как будет в деталях проходить суд и по каким критериям будут судить, то отрывки из Нового Завета об аде привели к различным значительным разногласиям среди христиан. Так, например, грешники и падшие ангелы подвергаются пыткам вечно или только в течение определенного срока? Появляются ли адские муки аж после страшного суда, или они наступают сразу после смерти каждого человека? Какие полномочия и роль сатаны в аду сейчас? То есть, насколько он свободен творить свое горе? И даже последняя книга Библии Откровения не дает нам четких ответов. Хоть там на первый взгляд как будто бы все ясно сказано. Цитирую. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Во-первых, не сказано, по какому принципу судить будут. Вот я, например, считаю, что сосед Пашка, за хвост тягающий кота, заслуживает озера огненного. Но его распрекрасная мамаша так не считает. Ты чего, не слышишь? Будут книги, в которых записаны наши дела, и по записанным нас будут судить. Все понятно же, олух ты, доморощенный, там же черному по белому написано: книги, суд по делам. Че, картавый, совсем вальтанулся? Может, и вальтанулся. Но сравните это с нашим светским судом. Мы вас вызовем в наш самый гуманный суд и будем судить вас по вашим поступкам. У нас имеются все записи на вас, мы за вами следили. Вот так прям в повестке и записано. Чё? Серьезно? А может, предварительно понимать бы, по каким критериям будет суд проходить-то? Ладно. Есть и бусь. Есть же 10 заповедей. И куча еще других разбросанных по всей Библии текстов. Что делать нельзя, а что можно. А нельзя было это все в одном месте записать. Вот там, где про суд, там же и про прощение, апелляцию, помилование. Мы немного ушли в сторону. Тема-то у нас про ад. Давайте вернемся к тому, что пишет Иоанн в своем откровении. Смотрите. «Отдало море мертвых, смерть и ад отдали мертвых. Потом каждого судит, и после этого смерть и ад брошены в озеро огненное». Смею предположить, что в оригинале здесь ад имеется в виду Шеол, то есть как место временного забвения, а озеро огненное – это та самая гиена. То есть во время страшного суда, согласно Новому Завету, будут воскрешены все мертвые, которые находятся в аду, то есть в забвении. А на Сиромашу побачился, кто и казав. Так это что ж получается? Что небесного рая нет, и все умершие находятся в Шеоле до момента страшного суда, и только потом, сообразно с их делами, они будут либо брошены в озеро огненное, либо... Иоанн, подскажи, либо что? Но тут мысль Иоанна обрывается, и он начинает новую главу. Так что
Главное не попасть в озеро огненное. И это уже тебе награда. А что ты хотел? То есть, по сути, на основании Писания все ранние христиане верили в то же, во что и иудеи. С той лишь разницей, что вновь придет Христос во время страшного суда, воскресит всех, и снова непонятно воплотили в духе. Забей, неважно, святые отцы подскажут. И только тогда появится та самая страшная гиена огненная, куда будут брошены все, кто не записан в книгу жизни. Туда же смерть, туда же Шеол, туда же ранее и сатану тоже бросают, где он, кстати, будет именно мучиться день и ночь. А как же тогда получилось, что мы, христиане, верим, что после смерти человек уже сегодня попадает на небеса, в рай к Господу или в ад к чертям? Когда была пройдена та грань? И снова я вас отсылаю к ранее опубликованному видео про становление христианства. В нем человек, очень похожий на меня, рассказывает, как довольно легко христианство стало гибким и сумело подстроиться под потребности времени и территории. Так как так получилось, что мы верим в моментальный ад и рай? Может, ответ нам помогут найти художники? Если ранее считалось, что ад – это то место, куда Творец не заходит, и ему словно нет дела до того, что там происходит, словно действительно сатана отвоевал себе право мучить людей, то с развитием христианства стало бытовать мнение, что Христос лично спустился в ад. Ведь он умер, а воскрес лишь на третий день. Формально он был мертв, а значит непременно оказался в Шеоле. И вот тут фантазия художника развернулась как губа выпускника при виде сверстниц. Посмотрите на фреску Андреа Бонаиути. Под ногами Иисуса адовые врата, которые он сокрушил, наступив на них сверху и при этом еще и придавив какого-то чертенка. И тут же мы видим, что оказывается в аду собралась целая толпа людей, которых Христос забирает с собой. Первым на очереди, кто бы вы подумали? Адам! Наш прародитель, основоположник нашего греха. За ним стоит Авель с ягненком на руках. И вся эта толпа, согласно преданиям, это по сути праведники, которых теперь Иисус забирает на небо. И согласно этой доктрине, мы снова делаем вывод, что до воскресения Христа никто в небесный рай не попадал, но все были в Шеоле, вместо забвения, напоминаю. А хотите, немного накину на вентилятор, как раз по нашей теме. Помните, когда Иисус был распят, то рядом с ним слева и справа было по разбойнику распято. И вот какой был между ними диалог. Сейчас поиграем с вами в расставлении запятых. Цитата. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „И если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же напротив унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли“. А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». И вот в этом месте разные переводы ставят запятую или до, или после слова «ныне», отчего смысл меняется в корне. Поэтому я и сказал, что подкину говнеца на вентилятор. Смотрите, что получается. «Истинно говорю тебе ныне, запятая, будешь со мною в раю». И второй вариант. «Истинно говорю тебе, запятая, ныне же будешь со мною в раю». Да есть же! Как хочешь, так и верьте этим стихом. То есть получается, что Иисус, тут же умерев, попадает в рай, о чем и говорит разбойнику. Как бы мне хотелось повернуть всю историю вспять и сделать так, чтобы переводов в Библии не существовало, а все люди из поколения в поколение учили арамейский и греческий, хотя бы только для того, чтобы читать Священное Писание в оригинале. Где там наши художники? Давайте к ним вернемся. Это Иоанн, который проповедует в аду о скором пришествии Христа. Он делает ту же миссию, что и при своей жизни на земле, потому и тут в аду назван Иоанн Предтеча. Следующая миниатюра из Псалтыря XII века показывает Иисуса с ангелами, которые забирают людей из ада. Бенвенуто Джованни тоже изображает всесильного Христа, который с легкостью срывает с петель тяжелые ворота ада, придавливает ими какого-то беса и готов вывести праведников из этой мрачной пещеры. И вот эта фреска повторяет картину. Христос в белых одеждах неизменно сносит врата с ноги, словно Джейсон Стэтхэм, прямо на голову черта, и за руки выводит умерших. При этом чертяки испуганно забились в угол, словно позабыв, что это они тут хозяева.
А на этой картине Андреа Монтенья решил нас порадовать голыми пузиками умерших. Но суть при этом сохранилась. Христос лично пришел за ними в ад. И таких картин множество. Это Христос выводит Адама и Еву, это Иисус лично в аду в окружении чертей, это он снова в адской пещере, и здесь он спасает праведников, тут вообще одежду отобрали у них, надо срочно спасать. Икона Андрея Рублева, а вот тут целое кодло бесовское попирает своими ногами Спаситель. Здесь ад в виде пасти, которую черти цепями намереваются захлопнуть, только бы не отдать души людей. И, кстати, помните, когда мы обсуждали Египет, то я говорил, что после суда Осириса те из умерших, кто не был оправдан в своих поступках, их съедало ужасное чудовище. Глядя на эту картину, так и думается, что автор вдохновлялся египетской мифологией, а не священным писанием. Ну ладно, кто-то скажет, что это его частное мнение, и оно не отражало официальной позиции церкви. Но в том-то и дело, что таких картин, произведений искусства, литературы накапливалось все больше и больше с течением времени. Никто их не оспаривал, и постепенно это формировало мнение людей про ад. Как, например, и случилось с образом сатаны. Его мерзкий вид существа с козлиными рогами, бородой, женской грудью, мужским членом. Все эти пошлые намеки и весь ужасный вид нами сейчас воспринимается как нечто давно устоявшееся, и что люди веками так и представляли себе дьявола. Ну вот какой образ бытовал еще каких-то 100 лет назад. Сатана – это всего лишь падший ангел, оступившееся создание. Причем этот образ вполне соответствует священному писанию. Кроме явного общего посыла, что Христос сам лично спускается в ад, чтобы забрать с собой души праведников, есть ряд деталей, которые объединяют все эти изображения, что лично меня настораживает и заставляет думать, что это дань эпохи. Во-первых, это даты. Даты написания картин. 1365, 1490, 1437, 470, 14, 16 век, 1645, 13 век. Да, разброс в пару сотен лет, но все равно это очень близко. Вторая насторожившая меня деталь – это флаг в руках Иисуса на большинстве изображений. Что за знамя такое вручили ему художники? Это что, намек на флаг крестоносцев? Да ладно, не может быть. С нами Христос, в атаку, братья! А как иначе, без этого флага не признали бы Иисуса в аду в XIV веке. В общем, там в аду собрались все те, кто умер до прихода Мессии на землю. И теперь Сын Божий, когда умер сам, забирает всех праведников на небо, а всех грешников еще оставляет в аду, то есть в Шеоле, до наступления страшного суда. Только вот у меня к вам вопрос. А по какому принципу был осуществлен отбор этот? Ведь никакого суда не было. Больше похоже на кумовство какое-то. Ну, скажем, пример двух братьев, Каин и Авель. Понятно, да? Авеля на небо, а Каин еще посиди, подумай до страшного суда. Ну, вроде как очевидно. Ну, а что вы скажете насчет жен Авраама? Контекст. Библия повествует о бесплодии Сары, его жены. Отчаявшись иметь детей собственных, Сара дала Аврааму в наложницы свою служанку Агарь, чтобы та родила ему детей вместо нее. Такая практика была общепринятой у евреев и ничем греховным в семье Авраама, да и в глазах Бога, не считалась. Агарь в итоге родила Аврааму сына, Измаила. А после того, как в конце концов и Сара родила сына, то она настояла на том, чтобы Авраам выгнал Агарь и Измаила. Вы уже понимаете, к чему я клоню? Ну, с Авраамом понятно. Он патриарх, он прародитель Израиля, его Христос тут же забрал в рай. А вот что делать с Сарой и с Агарью? Понимаю. На все воля Божья. Но не слишком ли уверены вели, да и ведут себя святые отцы, чтобы на таких вот белых пятнах строить свои убедительные догматы? Может, стоит оставить людям больше свободы для размышлений и не навязывать им, по сути, свою точку зрения? И еще вопрос на основании того, что Христос во время своей смерти забрал грешников из ада. Вопрос такой. А сейчас люди, которые умирают, все-таки в Шеоле, в аду забвения или сразу на небо возносятся? У меня, конечно, есть свое мнение, но это личное мнение. А в Библии про это ничего не сказано. А мнение, устоявшееся, в народе есть. Давайте еще поговорим про ад, а то что-то мы ушли в сторону.
Физическое местоположение ада у ранних христиан также было неоднозначно. Древние и средневековые христианские тексты описывают места посмертных мучений и демонического зла, по сути тот же ад, в верхних слоях атмосферы, в то время как другие помещают ад в центр земли, находя входы в ад в пещерах, болотах, топях и вулканических трещинах. Такие входы в ад часто появляются в народных традициях, наряду с преданиями о подземных мирах фей, например, в которых неосторожно могут оказаться в ловушке. Озеро Аверна Вергилия и адские реки Стикс, Ахерон, Кацит, Лето и Флегетон среди других классических черт повторяются в христианских литературных обработках, хоть этого в Библии и нет. А это все предания античного времени, но, как мы видим, так тесно переплетенные теперь с христианством. На протяжении столетий, кроме самой Библии, всегда существовали разнообразные библейские, классические и фольклорные источники. Большое количество предостерегающих трактатов и рассказов, часто представленных в форме видений из первых глаз. Все они еще больше развили образы ада, нанеся на карту его пылающие озера, опасные мосты, кишащие демонами пещеры и зловонные выгребные ямы. При этом список мучений в аду постоянно расширялся. Во II веке, например, богохульники уже висят за языки над озером пылающей грязи. Убийцы подвергаются пыткам на глазах у своих жертв, а клеветникам выжигают глаза раскаленным железом. Ну откуда они это взяли? Как вообще могла родиться такая идея? Примерно в то же время стало бытовать мнение, что остается надежда, что некоторые грешники могут быть спасены молитвами праведников. Таким образом, подобные мысли стали предшествовать вере в чистилище, как особого места. И не ад, но еще и не рай. Место, где кающиеся могут быть очищены тем же адским огнем и затем попасть в рай. Смотрите, я вам сейчас покажу, как чья-то фантазия может стать нашей с вами реальностью. Может быть, даже фантазия одного человека. Отвлеченный пример. Илон Маск собирает экспедицию на Марс. В 2029 году вылетает первая группа поселенцев. Через год еще одна, и в 2031 третья. Всего на Марсе уже 85 человек. У кого-то там даже дети родились. Люди активно расширяют колонию, поставили станки для создания атмосферы. Пресная вода имеется, картошечка уже зеленеет. Откуда я это все знаю? Так это ж весь мир знает. Потому что 24/7 идет прямая трансляция с Марса, как реалити-шоу. И все больше людей верят в лучшее будущее. И все больше людей задумываются о полете на Марс. Что? Думаете, не схавает People такую идею в красивой упаковке? Аж бегом. Так вот, в 590 году Папа Римский Григорий I писал свои трактаты в тяжелые времена. Тогда были эпидемии и нашествия. А потому решил включить в свои произведения рассказы о возвращении из мертвых отшельника, торговца и солдата, которые стали свидетелями ужасов ада и радостей блаженных, прежде чем их вернули обратно. Для чего? А все для того, чтобы предупредить живых о том, что их ждет. И как тут не поверить? Во-первых, сам папа на минуточку римский. Во-вторых, мой знакомый двоюродной сестры мужа, ее сотрудник, сам лично говорил с тем отшельником, который вернулся из пекла, и на нем еще даже ряса дымилась, а борода воняла серой. Рассказы такого рода распространялись на протяжении всего Средневековья и достигли своего апогея в божественной комедии Данте, где он подробно изложил устройство ада, рая и, о боже, чистилища, которое до него еще не было так официально озвучено. К сожалению, не все восприняли его поэму как художественную литературу. Ад Данте с его 9 уровнями, ведущими к сатане, замерзшему в ледяном озере, является пародийной инверсией возвышенного порядка небес. Там тоже 9 уровней. Чистилище – это вообще отдельная тема. Суть в том, что умершие теперь имеют шанс на искупление своих грехов. А мы, живущие на земле, можем замолвить словечко за них перед лицом Господа, чтобы их поскорее этапировали в рай. Если так случилось, что вы не читали божественную комедию Данте Алигьери, то я вам рекомендую. Вы сильно расширите свой кругозор, особенно учитывая, что эту поэму Данте написал аж в 1308 году. И обязательно дополните вашу фантазию гравюрами Гюстава Дере к произведению Данте. Среди христианских теологов был такой Ориген Александрийский.
Ориген верил, что после прохождения через ад, как через очищающий огонь, все души, включая даже падших ангелов, будут восстановлены. В то время влияние Оригена на христианское, библейское и духовное богословие было огромным. Но столетия спустя он был осужден за это, за свои взгляды, на Константинопольском соборе в 553 году. В противовес ему основные ветви христианства утверждали, что справедливость Бога требует определенной симметрии между вечной наградой для благословенных и вечным наказанием для проклятых. Причем степень и виды страданий в аду должны быть пропорциональны грехам. А давайте я вашим умам немного ереси подкину. На основании всего, что вы знали раньше, во что верили, я хочу спросить, а если Бог в аду? Доходит ли туда его влияние? Видит ли он, что там происходит? Нет? Значит, он не всемогущий? Значит, он не везде имеет власть? А если он все-таки видит, то вот вам вопрос. Какой Бог сможет смотреть на вечные муки человека, который грешил в течение всего лишь 80 лет? Чувствуете разницу? Это как если бы вы взяли кредит в банке, скажем, на $80, а возвращать пришлось столько долларов, сколько вы не заработаете за 100 лет своей непрекращающейся жизни, без выходных, отпуска и даже перерыва на обед. И плюс еще миллиардов сверху. В чем справедливость такого подхода? Лично я не верю в такие качества Бога. Если вы верите, то у вас большие проблемы с восприятием действительности. Если ваш вселюбящий Бог смотрит, как черти таскают у вас по смоле, и при этом вы не умираете, а так длится вечность, то у вас большие проблемы с восприятием Господа. Мой Господь не такой. Он так не делает. Вы считаете, что я манипулирую словами? Помните, у Иисуса спросили, сколько я должен прощать брата своего? До 7 ли раз? А Иисус ответил, до 70 раз. И это Христос советует человеку. А что уж говорить про Бога? Я ненавижу людей, которые специально держат других в страхе, манипулируя писаниями, играя на чувствах людей. Я за то, что каждый человек рожден счастливым и свободным. Свободным от всех догматов и учений. Помните про древо познания добра и зла в раю? Ведь там так верно подана идея свободной воли человека и права выбора. Там отражен принцип любви по своей воле, а не из-за страха. А концепция мучительного ада или вечного забвения в отместку за твои грехи – это концепция страха, а не любви. Иисус пришел победить страх, убрав страх перед смертью и грехом у людей, но кто-то со временем все вернул на круги своя. Я не верю, что Бог – это жестокий диктатор, который заставит нас его любить. А потому все это больше похоже на влияние человека, чем на волю Бога, просто под ширмой священных писаний. До свидания. И эта мысль у меня появилась в процессе, когда я создавал это видео. Мысль о том, что мы постоянно обсуждаем тему ада и так мало тему рая. С раем все понятно. Там прекрасно, там хорошо, чего обсуждать. А вот ад – это страшно, это пугает. И есть, конечно же, метод кнута и пряника. С одной стороны, кнут – это тот самый ад, а пряник – это рай. То есть мы там тебя с той стороны будем подстегивать, чтобы ты шел в сторону пряника. Как морковка, может быть, висящая у осла перед мордой. И в течение жизни человек может заслужить жизнь свою, точнее, вечное свое пребывание либо в аду, либо в раю. И как-то само собой разумеется, что жизнь в аду будет вечной. И что бы там с тобой ни происходило, как бы ты ни раскаивался, ты не заслужишь прощения. А у меня вопрос такой. А попади я в рай, если я начну грешить, я буду низвергнут? Или это все навсегда, навеки? Я купил индульгенцию на века? Конечно же нет. Пример падших ангелов во главе с сатаной это показывает. Они все были сброшены, несмотря на то, что долгое время, может быть, 1000 или миллионы лет, были праведными ангелами. Но тем не менее, такая позиция, такое его высокое положение, как и всех падших ангелов, не было вечным. То есть получается, что попав в рай, есть шанс в
кавычках, попасть снова на землю или в ад. А попав в ад, нету. Вы точно там, ебнутые, если вы такую теорию задвигаете, что в течение короткой жизни человека можно заслужить вечные муки в аду, но нельзя заслужить вечного блаженства, потому что если ты там даже в раю оступишься, то снова полетишь в тартарары. Охренеть, классная теория. Теперь точно, до свидания.